Столбы дыма над целым рядом ценнейших объектов. Спецоперация в 6000 километров от украинской границы. Это случилось впервые. Власти Подмосковья экстренно публикуют карты бомбоубежищ. Чего испугались чиновники? 50 тысяч прорвали границу, военные заполонили город. Началась настоящая катастрофа. Трамп резко сменил тон. Договоренности с Киевом сорваны. Новое правительство, полное разоружение и поэтапный вывод войск. Кремль подставил важного партнера. Лукашенко срочно наращивает группировку у границы, а российским чиновникам указали на их место. Об этих и других событиях к вечеру пятницы, 31 июля. Рабочая неделя выходит на финишную прямую, а событий хоть отбавляй. Все самое важное к этому часу. Начинаем. Над нами летит. Бумеранг войны этой ночью снова вернулся вглубь страны-агрессора, а переходящий дух Анкориджа густыми столбами поднялся над целым рядом ценнейших объектов. Ситуация страшная. Небо над Волгоградом. 5 утра. Полпятого. Валберес горит. В Волгоградской области под удар попал логистический центр Wildberries, и, похоже, мальчикам после осенней мобилизации придется идти в атаку не только без формы, но и без трусиков. Но хорошо прилетело и по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл Волгоград нефтепереработка». Кроме того, повреждения получили жилые дома в Волгограде. По данным местных властей, 5 человек были госпитализированы. Движуха, вот это вот движуха. Путин, спасибо тебе большое. Владимир Владимирович, красавчик. Ложу просто. Лучше просто. Спас Россию. Долетели дроны и до Татарстана. В Нижнекамске прозвучали десятки взрывов, а над местным нефтеперерабатывающим заводом поднялся столб огня. В Зеленодольске беспилотники ударили по логистическому комплексу Wildberries. Налет вызвал серьезную панику и в логистическом центре Озон, а это главный конкурент Wildberries. Тише! К слову, склады Озона еще ни разу ударом не подвергались. Есть версии, почему. Неужели донатят на ВСУ? И это еще не все. Сгорел крупный склад электроники и бытовой техники. И речь не о компании Татьяны Ким, а о сети ДНС. Причем случился пожар в 6500 километров от границы Украины, во Владивостоке. Офигеть, просто офигеть. Там провал. По данным МЧС, огонь удалось локализовать на площади 5000 квадратных метров, однако глава группы компании ДНС Дмитрий Алексеев в комментарии ТАСС предположил, что склад и находившаяся внутри техника будут полностью уничтожены. Все выгорит, такое уже не тушится. Слава богу, никто не пострадал. Будем жить дальше. Достаточно бодрый комментарий для такой ситуации. О причастности к случившемуся дронов ВСУ ни сообщений, ни даже предположений в российских СМИ не появилось. Неужели оно само решило самоликвидироваться? Или это такая спецоперация Трамп опять всех ошарашил. Он поставил под вопрос передачу Украине лицензии на производство ракет «Патриот». Президент США заявил, что пока не уверен, получит ли Киев такое разрешение. И добавил, что Вашингтон все еще рассматривает этот вопрос. Об этом Дональд Трамп сказал в интервью Financial Times. Это чрезвычайно мощное оружие, и мы должны проявлять определенную осторожность в том, кому мы выдаем лицензию. Мы, собственно, не выдаем лицензии на оборудование. При этом он подчеркнул, что его главной задачей остается прекращение войны России против Украины. Также Трамп сообщил, что в ближайшие дни его спецпредставители Джаред Кушнер и Стив Уитков впервые посетят Украину. Если сказать совсем просто, мы хотим, чтобы война России в Украине закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира.
Тема производства ракет «Патриот» обсуждается уже несколько месяцев. В конце мая Владимир Зеленский направил Трампу и Конгрессу США письмо с просьбой предоставить Украине лицензию на их выпуск из-за острой нехватки средств ПВО. При этом 8 июля на саммите НАТО в Анкаре Трамп публично заявлял, что такая лицензия будет передана Украине. Теперь же он говорит, что окончательное решение пока не принято. Российские чиновники верят в ВСУ. В Подмосковье начали публиковать данные о местонахождении бомбоубежищ. Власти нескольких округов впервые открыто показали жителям, где можно укрыться в случае беспилотной или ракетной атаки. Интерактивные карты уже появились в Люберцах, Подольске и Одинцове. В список вошли подвалы жилых домов, подземные паркинги, почтовое отделение и другие заглубленные помещения. Власти также рекомендуют брать с собой только самое необходимое – документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Публикация этих данных совпала по времени с заявлением совладельца украинской компании Firepoint. В интервью Дмитрию Гордону Денис Штиллерман заявил, что после завершения испытаний новых баллистических ракет удары по столице России могут начаться уже этой осенью. Когда первая ракета, наша баллистическая ракета, полетит на Москву? Осень этого года. Еще в июне, после одной из крупнейших атак украинских беспилотников на московский регион, жители массово жаловались на отсутствие сирен и предупреждений. Тогда чиновники заявляли, что информацию об убежищах будут раскрывать только в период мобилизации или военного времени. Теперь эти карты стали публиковать в открытом доступе. Настоящая катастрофа. Власти Испании, похоже, потеряли контроль над резким наплывом нелегальных мигрантов. В Министерстве внутренних дел говорят, что в североафриканский анклав Испании, Сеуту, население которой составляет всего 85 тысяч человек, могли за последние сутки незаконно попасть 49 тысяч нелегалов. В город, который толпы мигрантов штурмуют по суше и по воде, направили дополнительное подразделение армии. Мэр Сеуты призвал правительство объявить чрезвычайное положение, заявив, что система приема мигрантов перегружена, а сотни людей вынуждены ночевать прямо на улицах. За последние сутки в море обнаружили 18 погибших. По данным Reuters, кризис обострился после решения Верховного суда Испании, согласно которому мигрантов, прибывших по морю, нельзя автоматически возвращать в Марокко без индивидуального рассмотрения каждого случая. Власти считают, что этим воспользовались криминальные группы, организующие нелегальную миграцию. Тем временем глава МИД Италии Антонио Таяни при поддержке премьер-министра Джорджа Мелони призвал приостановить действия Шенгенского соглашения с Испанией, назвав нелегальную миграцию угрозой национальной безопасности Италии. Павел Дуров продолжает троллить режим Путина. В своем телеграм-канале Дуров опубликовал очередной издевательский мем, где он подписан как террорист, а представители движения «Талибан» названы уважаемыми партнерами, а также небольшую напоминалку для властей РФ. Согласно российскому законодательству, мне запрещено публиковать информацию в интернете. Российские чиновники перепутали, кто кого может забанить в интернете. Накануне ФСБ предъявила Дурову обвинение в содействии террористической деятельности, после чего Росинформмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. По версии чекистов, администрация Telegram не удаляла каналы и боты, которые, как утверждает ведомство, использовались украинскими спецслужбами и другими организациями для противоправной деятельности. Сам Дуров эти обвинения отвергает и связывает преследование с отказом вводить цензуру и массовую слежку в мессенджере. Мы строили и, наконец, запросили еще денег. Москва подвела очень влиятельного партнера, страну с самым большим в мире населением и третью по объему ВВП в мире. Росатом сорвал сроки строительства крупнейшей АЭС в Индии и попросил увеличить бюджет проекта более чем наполовину. Как сообщает Bloomberg, стоимость строительства 4 новых энергоблоков АЭС Кудан-Кулам выросла на 55% и достигла почти 4
14,5 миллиардов долларов. К тому же россияне затянули реализацию проекта почти на 3 года. Одной из причин агентство называет последствия войны России против Украины. Индийские власти также указывают на пандемию, перебои с поставками оборудования и проблемы у подрядчиков. Согласно обновленному графику, первый новый энергоблок должны запустить только через год, а полностью завершить строительство планируют к марту 2030-го. Ранее Индия рассчитывала ввести все 4 реактора в эксплуатацию уже к 2027 году. Мы ни на кого не нападаем. Испуг прошел, и диктатор опять все чаще говорит на военные темы. Пауза в агрессивной риторике Лукашенко, возникшая после ультиматума Зеленского, длилась всего несколько недель. И вот бессменный правитель Беларуси снова вернулся к милитаристской риторике. Тиран придумал, как пополнить армию. Белорусов, которые плохо справляются со своей работой или нарушают трудовую дисциплину, могут отправлять на военно-воспитательные сборы сроком на 2-3 месяца. Если ты не хочешь на этой работе работать, мы тебя проверим на другой работе. Нормальной мужской и женской работе в армии. Да, там, я говорил, комары, мошки и прочее, особенно на юге, даже у тебя, ты же это знаешь. Да, ну пусть там послужат. Это не какое-то там издевательство над людьми. Мы просто даем возможность проявить себя на другой работе, мужской сложной работе. О подобных планах Лукашенко говорил еще на прошлой неделе. Тогда он заявил, что работников, срывающих уборочную кампанию, будут передавать в распоряжение сил специальных операций, которые, по его словам, рассредоточены вдоль украинской границы. Чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. 10 лет назад диктатор уже предпринимал попытку бороться с теми, кого он называет дармоедами. В эту категорию чиновники записали 400 тысяч белорусов и пытались даже собирать с них налог. В стране вспыхнули массовые протесты, которые впервые охватили даже малые города. Лукашенко пришлось отменить свой декрет. Но, похоже, диктатор хочет повторить. А вот чем обернется инициатива выдать вот таким дармоедам оружие, остается только гадать. Дональд Трамп объявил об историческом соглашении по Газе. По словам президента США, достигнута договоренность о полном разоружении Хамаса и других вооруженных группировок. После этого сектор Газа должен перейти под управление нового палестинского правительства, которое будет сотрудничать с созданным Трампом Советом мира. Это колоссальный шаг на пути к прочному миру и безопасности. В то же время Израиль получит ту безопасность, которой он заслуживает, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак. Трамп заявил, что после разоружения израильские войска покинут Газу, а безопасность будут обеспечивать международные силы и новая палестинская полиция. Он также поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество при переговорах. Представитель Хамас Рази Хамад подтвердил, что группировка согласилась на уступки, но подчеркнул, разоружение возможно только при поэтапном выводе израильских войск из сектора Газа. По его словам, переговоры продолжались около 6 месяцев, а сам процесс разоружения может занять около 2 недель или больше. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся утром.